Доброго времени суток, дорогие мои. Вы успели уже соскучиться? Я успел. У меня утро. Опять плохо спал этой ночью. Наверное, как я лег поздно, лег в 3 часа ночи, потому что читал ваши комментарии, отвечал на них, пытался разбираться в настройках всевозможных программ, научиться, как делать правильные реакции, потому что надо совмещать мою картинку с картинкой непосредственно видео, клипа с исполнением Димаша. Ну, в общем, понял, что для хорошего качества мне нужен хороший студийный микрофон, для хорошего качества видео мне нужна хорошая веб-камера. Сейчас я как раз записываю именно с веб-камеры, немножечко другой ракурс. Вот, и, кстати говоря, с утра попиваю, вот смотрите что. Это чай. Да чай-то непростой, чай-то золотой. Поэтому это не подумайте, что это реклама. Просто вчера по почте пришла посылочка, заказал, предварительно изучив вопросы. Вроде как это действительно настоящий кенийский чай. Ну, на самом деле, мне очень понравился, очень хороший. И, насколько я успел узнать, Димаш действительно имеет отношение к производству этого чая. Ну что ж, замечательно. Таким образом поддержать Димаша и пить чай уже как бы с его вибрациями, почему нет? Если кто-то про него что-то знает, про этот чай, вы мне напишите. Может быть, есть подделки какие-то там или еще что-то. То есть, ну, как бы выглядит вполне прилично. В общем, много мне о чем хочется с вами поговорить. Честно говоря, такое количество в голове информации, что не знаю даже, как вам поэтапно это все выкладывать. Очень много чего хочется рассказать, поделиться с вами. Ну и вот раз зашла речь о том, как я это делаю, о контенте, да, то здесь у меня, соответственно, возникает вопрос. То есть сейчас мои видео, ну это как, ну, как хом-видео, да, то есть я записал с одного дубля, вот что есть, не выкладываю без всякого монтажа, без всякого обрезания, вырезания, что не понравилось, что понравилось, вот что есть, то выкладываю. Такой откровенный разговор с вами по душам. Вначале это были исповеди, сейчас это можно назвать разговоры по душам о Димаше, кому как хочется. Ну и как бы хочу вас узнать, хочу вас спросить, какой же все-таки, какой же формат вам больше будет по душе, какой формат вам нравится. Тот формат, который я делаю сейчас, он такой очень простой, ну вот, как я сказал, записал, выложил и все, на суд ваш человеческий. Вот. Или же делать такой уже хороший контент, монтировать видео, ну, как вот ребята, например, там Салга Питер, то есть у них очень такой качественный контент, студийный, хорошо записанный, смонтированный, там, со спецэффектами, ставками и так далее, и так далее. В общем, напишите мне в комментариях, что вам больше нравится, ну, а я уже посмотрю на вашу реакцию, там уже как бы будем думать, как нам дальше с вами общаться. Вчера ночью один из комментариев, по-моему, женщина мне написала, что очень хочется услышать ваше мнение по поводу песни Passion или Passion, как правильно читается. По-моему, на итальянском или на испанском, да, она исполнена. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Здорово, кстати, что вы меня поправляете. Про традиции казахов я уже знаю практически все, ребята. Вы мне просто каждый день пишете, как там даются имена, фамилии, и я вам благодарен, кто это делает корректно, потому что, ну, не мудрено, что я могу ошибиться. Это немножечко другая культура для меня, и понятно, что я всего не знаю, и вам спасибо, что вы меня просвещаете. Ну и, как видите, начал пить казахский чай, как положено, с молоком. Так вот, и мне порекомендовали эту песню, а на самом деле я хочу все песни вообще его изучить, и на самом деле я не знаю, сколько их. У меня сейчас в плейлисте крутится 26 треков, но я так понимаю, что их намного больше. Напишите, кстати, сколько песен у Димаша вы насчитали. Хочется все абсолютно их прослушать, прочувствовать.
разобрать вместе с вами, что же вы чувствуете. Уже как бы раз уж пошла такая у нас с вами тенденция не в музыкальном больше ключе, а больше в каком-то духовном. То есть что нам, какой посыл Димаш нам этой песни посылает. И вот, я буквально вчера ночью перед сном, я эту песню видел, но я ее видел без перевода, я нашел в ютубе этот вариант песни с переводом, посмотрел и был, ну, как минимум обескуражен, но решил так вот с пылу с жару видео не записывать, но, во-первых, уже была ночь, я уже был такой, как сонная муха, и решил это оставить до утра, с этими мыслями переспать, как обычно, и уже с утра вместе с вами разобрать. На самом деле для меня эта песня, ну, не могу сказать, что я ее прям всю понял, но давайте попробуем сейчас вместе с вами эту песню посмотреть и потом разобрать ее смысл, какой же посыл нам Димаш отправил. Давайте приступим. Ну и спасибо, кстати, вот этой девушке, которая сделала перевод, Елена. Сначала мы посмотрим полностью весь трек, чтобы у нас сложилось общее впечатление, а потом вернемся и поэтапно начнем разбирать. И прямо вот сразу, ребята, небольшое отступление, а то забуду об этом сказать. Мне некоторые из вас в комментариях продолжают писать, не возлагая на него такой ответственности. Он очень простой, хрупкий, нежный парень, там, да, не дай бог мы ему навредим чем-то. Ребята, вы посмотрите на него. Неужели вы не видите за вот этим образом, как вы говорите, хрупкого парня, на самом деле такая мощь. Неужели вы ее не чувствуете? Я, например, это чувствую. Вот достаточно посмотреть ему в глаза. Ну, не бывает глаз у 25-летней юноши такая глубина. Ну, а глаза — это зеркало души. Не знаю, чувствуете ли вы его ауру, но я не перестаю повторять, что у него мощнейшая аура, мощнейшая, огненная, очень сильная аура. И если у нас с вами есть ангел-хранитель, который стоит у нас там, да, за спиной, то ребята за его спиной стоят, ну, легионы. Это очень сильный человек, обладающий неимоверной мощью, вы просто не представляете на самом деле какой. И он бы не оказался там, где он сейчас оказался, и что его ждет впереди, поверьте мне, он идет по наитию, по своему пути, смело. И вчера же в комментариях вы мне написали, что в Китае в 2017 году он публично объявил эпоху любви, и вы мне хотите сказать, что он ничего не говорит? Да, даже вот то, что он говорит, уже более чем достаточно. Вы понимаете, эпоха любви, то есть смена поколений, смена эпохи. И он смело об этом говорит. И, ну, не знаю, вот мне более чем достаточно то, что я вижу и слышу. Мне не надо, чтобы он говорил чего-то больше. Он делает то, что он должен делать. Он поет, стучится в наши сердца, в наши души. Чьи-то души откликаются, открываются, чьи-то еще нет. Но это процесс не быстрый, подъем по вибрациям. Поэтому, если вы считаете, что он слабый, то вы очень сильно ошибаетесь. Давайте продолжать. Attraverserai tradimenti e fedeltà, quasi negherai in un mare di bugie, poi arriverai dove il cuore ti porterà e per te sarà più bello che ci sia.
vita c'è dentro il gesto che farai. Non voltarti se la paura chiamerà. Cosa vuoi ci sia, questa storia ti darà il dolore che più dolce che ci sia, ti condanna e ti giustifica. Мурашки пошли у меня, ребята. Теперь пошло по столбу. Весь замурашился. Господи, какой смысл, а? Attraverserai tradimenti e fedeltà, quasi negherai in un mare di bugie, poi arriverai dove il cuore ti porterà e per te sarà più bello che ci sia. Ой. Ну что, ребят, ну вроде как все очевидно, хотя есть там и посыл, конечно, в конце. Но для меня совершенно очевидно, это библейская история. То есть он рассказывает библейскую историю, путь Иисуса, путь той эпохи, которую мы заканчиваем, которую мы прожили. И те фрески, которые показаны, это совершенно очевидно, что это фрески из европейской культуры, из христианства. Вот там вот на заднем плане вот эти все, я, может быть, ошибаюсь, но поправьте меня. Ну что, давайте поэтапно сейчас все разберем. На самом деле мощнейший посыл. И, по мне, это Димаш рассказывает библейскую историю. Что удивительно. Димаш мусульманин рассказывает библейскую историю. Вы понимаете, про что я?
то, о чем я говорю, что на самом деле сейчас совершенно не важно, какой вы религии, совершенно не важно, какого вы вероисповедания. Все, наступает новая эпоха. Давайте разбирать. На самом деле очень сложные слова. Я не знаю, насколько правильный перевод. Итак, первое предложение. Верность на пути и измену пережив, утонув почти в целом океане лжи. Но я не знаю, насколько точный перевод. Но я думаю, что похож как бы на то изложение. Рассказывается о пути Иисуса. То есть у него было очень много верных соратников, и он пережил измену, предательство Иуды. Утонул он потом в целом океане лжи, потому что его оклеветали, все там первосвященники, настроили толпу и так далее. Слушаем дальше. E non mariti bugie, poi arriverà. Ты спешишь идти, сердцем договор скрепив, лучшее впусти, все прошлое отринув. Ну что, все, продолжается. Он идет по своему пути, договорившись со своим сердцем, скрепив этот договор, все плохое оставляет позади, все лучшее берет с собой и наставляет так делать. И если вы помните Ветхий Завет око за око, зуб за зуб, то в Новом Завете он уже учит прощать, не брать этот негатив, не брать эти отрицательные вибрации к себе, там, да, совершая ответный поступок, да, пусть как бы считается благородный, например, да, там, месть или еще что-то, да, за близких, но тем не менее он уже своих учеников учит, что не впускайте в свое сердце, не впускайте в свою душу зло, под каким бы благородным предлогом оно не пыталось к вам туда постучаться. Ну, очень хочется слышать ваши ощущения от этой песни, как вы ее понимаете. Ну и, кстати говоря, не будем забегать вперед, давайте дальше. Приговоры и оправдания, и восторг, и обладание, сложновато немножечко, но в принципе тот приговор, который Иисусу был объявлен, а если вы помните, Понтий Пилат трижды не соглашался его казнить, он трижды говорил, что я не вижу на нем вины, хотя на самом деле правление Понтия Пилата отличалось особой жестокостью, казнями, пытками, и тот факт, что он отказывался казнить, распять этого человека, удивителен, просто на самом деле удивителен. И если вы помните, он сказал, что я умываю руки, потому что первосвященники требовали распни его, распни, и когда он даже предложил, ну хорошо, в честь праздника я готов одного из них помиловать. Вот есть преступник, убийца, душегуб, и есть Иисус. Кого мне помиловать? И первосвященники, заведя толпу, закричали: распни Иисуса. Ну, наверное, это об этом. И, наверное, вторая строка и восторг и обладание говорится о том, что, наверное, душа его
просто светилось Божьей любовью, потому что он это делает во имя Бога. Он не отступился и в итоге стал обладать Богом, обладать божественной силой за свой поступок. Ну и вот как бы продолжение, крест, а после нега, то есть нега это блаженство, то есть это его перевоплощение, это уже он уже стал наделенный божественной силой. А вот дальше, ребята, очень интересные слова. Альфа и омега, вот страсть, что правит балом. Как бы альфа и омега это слова, это строки из Иоанна Богослова, из его книги Откровений. И нигде больше в Евангелии, в Библии эти слова не встречаются. И на самом деле эту книгу Откровения от Иоанна Богослова некоторые считают сомнительной, потому что, во-первых, альфа и омега это греческий алфавит, это первая и последняя буква греческого алфавита. Как известно, события Иисуса проходили не в Греции, а в Иудее. И на греческом они не разговаривали. Вот это вот сомнение вызвало у некоторых трактователей. Но, тем не менее, Димаш об этом поет. Димаш произносит эту фразу «Вот страсть, что правит балом». То есть, что такое по смыслу Иоанна Богослова в его книге об Апокалипсис, он пишет как раз о конце света, что когда он встретил Бога, тот произнес, что «Я альфа и омега, я начало и конец, иди и напиши обо мне книгу и отправь всем». Ну, примерно такой смысл, я дословно не помню. Как я это понимаю? Это начало и конец эпохи, то есть это цикл. У нас вся наша Вселенная, она развивается циклами, она то сжимается, то расширяется, и у нас развитие происходит волнообразно, там то всплески, то падение, то стагнация. И альфа и омега, это говорится о том, что наступила эпоха, в данном случае Иисуса, говорится о этом пророке, и она продлится определенное время, то есть есть начало и конец, и, соответственно, по окончанию этой эпохи будет определенный апокалипсис. И вот подтверждение дальше этих слов, вот страсть, что правит балом сейчас. То есть Димаш поет о том, что мы подошли к окончанию эпохи, и что, ну вот, вот так я это слышу. Не знаю, как вы, очень хочется послушать ваше мнение. Давайте дальше, мне очень интересно. Ну вот вы знаете, вчера, когда я просматривал, я не понял смысл этих слов, а сейчас прям у меня какая-то ясность в голове. Подвигов каскад, жизнь отмерит аж с лихвой. Не смотри назад, если страх пленит собой. То есть чем обусловлена наша эпоха, в которой мы сейчас с вами проживаем, там, да, от начала появления Иисуса и так далее. То есть это испытание, это эпоха испытаний, когда мы набираемся опыта, когда мы грешим, совершаем грехи, когда мы их осознаем, когда мы поднимаемся выше. То есть это путь полный подвигов, которые нам жизнь отмерит аж с лихвой. То есть каждый получит ровно столько, сколько он может вынести. Кто-то оступился, кто-то поднялся с колен, опять пошел вперед. То есть это вот эпоха как раз накопления нашими душами того опыта, той кармы, которая нам необходима будет для перехода в новую эпоху. Ну и, соответственно, не смотри назад, если страх пленит собой. Тут как бы все понятно. То есть все, перестань смотреть назад, только вперед, и тебя ждут очень серьезные изменения. Ну вот так я это понимаю.
Non voltarti se la paura chiamerà. Cosa vuoi ci sia? В мыслях у тебя вновь истории целый рой. Это прям про меня. У меня последнюю неделю, конечно, в голове целый рой творится. Горечь пригубя, но слаще, чем имеешь. Вот это, ребята, сложно. И я честно вам скажу, я пока не понимаю, о чем речь. Если вы прониклись и поняли, напишите. Потому что для меня пока это загадка, эта фраза. Может быть, он говорит о том, что Иисус пригубил горечь, ту горечь, которую ему дали люди, но в итоге он получил божественное благословение и был назван Сыном Божьим. То есть получил десятикратно за свои страдания. Может быть, в этом смысл. Questa storia ti darà il dolore che più dolce che ci sia che condanne ti giustifica. Приговоры оправдания и восторг и обладание. То есть вся наша эпоха, по крайней мере, вот в религии, раз песня поется про Иисуса, как я себе это представляю, может быть, я ошибаюсь, у вас может быть другое мнение, но вся эта эпоха пронизана вот этой жертвой, этим крестом Иисуса и потом божественной реинкарнацией, то есть этим блаженством после креста, который он обрек. И это наша страсть, это страсть нашей эпохи. Страсть. А вот это, ребята, самое интересное. Я не могу, меня прям это... Я мурашусь. Ну что, ребята, закончилась одна эпоха и начинается другая. На сцену выходит поющий ребенок. Обходит Димаша вокруг и прикасается к хору. То есть что такое хор? Хор освящает человечество. То есть поющий ребенок пришел в этот мир и прикоснулся к каждому из нас. Вы понимаете? Вот, это Димаш. То есть эта девочка, это образ Димаша. Понятно, что если бы они выпустили мальчика, это было бы совсем уже как бы, прямолинейно. Ну, выпустили девочку, но смысл такой, то есть подходит к концу эпоха, в которой мы живем, и тут появляется ребенок, который поет и который может достучаться до абсолютно каждого сердца новым языком. Не языком слов и проповедей, ни какой-либо там религии или еще чем-то, просто чистой вибрацией, которая наши души резонируют и поднимают наверх, тех души, которые готовы. У меня нет других объяснений. Если у вас есть, пишите, но мне это настолько очевидно, как дважды два. И все. Застучалось сердце. Все, пошла новая эпоха. И вот он пошел. Все, вот. Пуляет нас в космос, ребята. Обалдеть. И посмотрите на фрески, да, на заднем плане.
Ну, это как бы христианские фрески. И все, и вот смотрите. И пошел новый цикл, новая эпоха. И опять и приговор, и оправдание, и восторг, и обладание. То есть та душа, которая смогла за эти поколения, за свои реинкарнации очиститься и возвыситься по вибрациям, тебе оправдание и будет восторг и обладание новой силой, новыми знаниями. Но, к сожалению, кто остался где-то внизу, видимо, опустится на какие-то низшие вибрации и переселится на какие-то планеты, которые соответствуют его состоянию. А наша планета, на самом деле, она находится на достаточно низких вибрациях, и это достаточно посмотреть на наш мир, кто нашим миром правит, так называемые слуги народа, которые просто, ну, как кровопийцы, как вампиры высасывают из нас все, что можно. Вот такие люди, как Димаш, должны править нами. И ведь по-хорошему, что такое настоящая служба своему народу? Это крест, такой же крест, как нес Иисус. То есть человек это должен делать от чистого сердца, не ради каких-то корыстных целей. А у нас настолько все это перековеркано. И в нашем мире, к сожалению, негативной энергии, низкочастотной энергии намного больше. Но мы потом, кстати, об этом поговорим. Есть еще одна песня Димаша, которая, на мой взгляд, очень революционная. Именно в плане вот понимания некоторых вещей, мы до нее доберемся. Давайте закончим пока разбор этой песни. Все, вот он. Пошел новый цикл, и он заново поет, ну, то, что нас ждет. Ну, Альфа и Омега, это очень удивительно, что он вставил эти слова в этот текст. Это, ну, дорогого стоит, потому что на самом деле книгу Откровений Иоанна Богослова многие считают там подделкой или как-то либо еще. Но тем не менее мы слышим это сейчас от Димаша. Ну что, ребята, пишите, ну, начал просить вас писать комментарии, да, скоро начну просить ставить лайки и подписываться. Но нет, я на самом деле просто с вами общаюсь и хочу услышать ваше мнение. И вообще, на самом деле, я скоро запланирую прямой эфир. Я считаю, что нам пора с вами познакомиться поближе в прямом эфире, поговорить на разные темы. У вас наверняка будет много вопросов, у меня к вам будет много вопросов. Я думаю, это будет интересный формат общения, чем просто через комментарии. На самом деле в комментариях многого не скажешь. В общем, я думаю, я запланирую такой стрим. Я вроде как разобрался, как это все сделать. Должно все получиться. Ну что, всем мир. Жду от вас мнения по поводу этого разбора. Всего хорошего.